Всем привет! Меня зовут Настя, я выпускница Института стран Азии и Африки МГУ корейского отделения. Сегодня мы с вами поговорим о популярности пластической хирургии в Корее, а также о корейских стандартах красоты. В 2015 году Южная Корея, наряду с такими странами, как Бразилия, США и Италия, вошла в топ-10 стран с самым большим количеством проведения пластических операций. Первые пластические операции стали проводиться в Корее во время Корейской войны. Американский врач Ральф Миллард помогал солдатам восстановить лица от ожогов, полученных во время войны. После этого он стал проводить другие пластические операции, например, коррекцию лица и тела. И с тех пор индустрия пластической хирургии в Корее лишь развивалась, и сейчас Корею принято считать меккой пластики. Уменьшить себе нос, увеличить глаза или сделать уже талию не считается корейцами чем-то постыдным. Как раз-таки наоборот, они считают это необходимостью. В Корее до сих пор очень популярны брачные агентства. И представители таких агентств рассказывают, что определяющим фактором при выборе второй половинки является именно внешность. Причем существует один стандарт красоты. Многие из нас считают, что корейцы стремятся быть похожими на европейцев. Они увеличивают глаза и изменяют форму носа. Но это не так. В Корее существует свой собственный идеал красоты. Одним из факторов, который влияет на современные стандарты красоты в Корее, является хорошо известный нам кей-поп. Фанаты и фанатки приходят к пластическим хирургам с фотографиями любимых звезд, на которых они хотят быть похожими. Причем сами идолы являются отражением традиционных стандартов красоты. У них светлая, почти фарфоровая кожа, тонкий длинный нос, большие глаза, худощавая, но изящная фигура. Именно так представляются девушки из высших слоев традиционного корейского общества. И по сей день считается, что красивое лицо и красивая фигура помогут девушке лучше устроиться в жизни. Вторым фактором, который влияет на стандарты красоты в Корее, является стремление к гомогенности и коллективизм. Именно поэтому корейцы стремятся быть похожими друг на друга и не выделяться из массы. Также в Корее очень сильно развито чувство национального самосознания из-за долгого подчинения другим народам. И именно поэтому они всяческими способами пытаются подчеркнуть свои корейские черты. Традиционные представления о красоте, хотя и претерпели небольшие изменения, но до сих пор имеют место в корейском обществе. Корейцы искренне считают, чтобы быть успешным, ты должен быть красивым. Причем давление идет не только со стороны общества и СМИ, но также и семьи. Зачастую родители сами настаивают на том, чтобы их дети делали пластические операции. Также в Корее повсюду можно встретить рекламу клиник пластической хирургии. На остановках, в автобусе, в метро. В Корее действительно делают очень много пластических операций. Так, в 2016 году их было проведено свыше 1 миллиона. Согласно официальной статистике, каждая пятая кореянка ложилась под нож пластического хирурга. Но если мы посмотрим на неофициальные данные, то они покажут, что каждая третья хоть раз в жизни делала пластическую операцию. О чем же мечтают большинство кореянок? Они мечтают о маленьком лице с V-образной линией подбородка, тонком длинном носе и больших глазах. Одним из самых популярных подарков от родителей к окончанию школы как раз-таки является сертификат на поход к пластическому хирургу. Корейские родители искренне считают, что милая личико и хорошая фигура помогут лучше устроиться в жизни и найти вторую половинку. Помимо привычных для нас операций на нос и операций на глаза, в Корее набирает популярность операция подбородка. Благодаря трендам на V-образную линию подбородка в Корее становится популярной пластика челюсти. Коррекция подбородка и челюсти считается одной из наиболее опасных и сложных операций. Хирург разрезает кость, а затем заново ее собирает. При этом процесс реабилитации также очень долгий и болезненный. Если даже после такой операции лицо получилось недостаточно детским и милым, кореянки могут ввести себе инъекции ботокса или вставить силиконовые импланты. Также кореянки нередко делают контуринг тела. Они увеличивают грудь и сужают талию. Таким образом мы получаем современный тренд корейской красоты – невинное кукольное лицо и сексуальная женская фигура. При этом очень важна естественность. Нос не должен быть слишком тонким и высоким, а грудь не должна быть слишком большой. Также в Корее делают очень необычные для нас операции. Например, они могут уменьшать губы, делать перманентную улыбку и, что наиболее странное, делать мешки под глазами. В Корее припухлое нижнее веко и мешки под глазами считаются по-детски милыми и очень красивыми. Из-за такого развития пластической хирургии в стране в Корее появилось новое направление медицинского туризма. Люди едут в Корею специально, чтобы сделать пластику.
Например, в Корее операция по коррекции носа стоит от 3 до 5 тысяч долларов, при том, что в эту цену также входит трансфер и проживание. В то же время в США такая же услуга стоит от 10 тысяч долларов. Чаще всего за такими услугами в Корее приезжают китайцы. В Китае подобная операция стоит гораздо дороже, а качество значительно хуже. И, конечно же, меккой пластической хирургии в Корее является Сеул, а именно район Каннам. В районе Каннам практически на каждой улице можно встретить 5-6 клиник пластической хирургии. Высокая конкуренция между клиниками, а также прибыльность от этой индустрии привела к ряду проблем. Одна из таких проблем – это теневые врачи. Иногда бывает так, что врач вводит анестезию, а затем уходит, а операцию продолжает совершенно другой врач. Подводя итог, мы можем сказать, что общество в Корее превалирует над личностью. Корейцы стремятся быть похожими на стандартизированный идеал. При этом корейцы вынуждены делать пластические операции, чтобы добиться успеха в карьере и личной жизни. Спасибо за внимание. 감사합니다.